Всем привет! И вы на канале о вязании крючком, игрушек и не только. Джули Вули Тойс. Я Юля, и сегодня я приготовила для вас новый мастер-класс. Мы будем вязать с вами такого прекрасного новогоднего олененка. Игрушка достаточно несложная, справится даже новичок в вязании. Я подчеркиваю, что именно новичок в вязании, а не начинающая вязальщица, потому что очень часто начинающие вязальщицы жалуются, что это не для начинающих, поэтому подчеркиваю, для новичков может подойти, но не для начинающих. Игрушка несложная в том, что здесь немного пришивных деталей, ножки, тельце и голова вяжутся одной деталью. Пришивные это только рожки, ушки, носик, ручки. Поэтому игрушка достаточно несложная, она ладошечного формата, но очень милая, очень новогодняя, с настроением. И я думаю, что как дополнение к какому-то подарочку, как милый сувенир, она будет просто великолепна. Я на самом деле таких оленей вязала уже очень многое множество. Сейчас, провязав его для мастер-класса, я не знаю, как я тогда не сошла с ума, связав вот такой табун оленей. Но их всех разобрали, и все оленята тогда нашли свой дом. Поэтому я подумала, что такую популярную, прикольную и простую игрушку обязательно нужно связать вместе с моими замечательными зрителями, рукодельницами. Ну а прежде чем начать и приступить к обзору материалов и инструментов, я вас попрошу нажать на лайк, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, и жмакнуть колокольчик. Буду благодарна вам за эти несложные манипуляции. Это вдохновляет меня продолжать снимать для вас мастер-классы. Ну а если вы хотите связать такого олененка, то я предлагаю вам приступить к обзору материалов и инструментов. Погнали вязать! Итак, по материалам для вязания нам понадобится пряжа. Конкретно у меня это пряжа Yarn Art Jeans. Нам понадобится, в принципе, немного каждого цвета. Нам понадобится бежевый. Это у нас будет в основном голова, ножки, ручки, ушки. Также нам понадобится немного красного, не такой большой моточек, как у меня. Им мы только будем вывязывать полосы на нашем импровизированном свитере и красный нос. Нам понадобится немного белой пряжи. Совсем чуть-чуть коричневой для рожек. И какую-нибудь фактурную пряжу можно приготовить для шарфика. Крючок для вязания этой игрушки я буду использовать номер 1,5 мм. Не забывайте приготовить ножнички, иглы, счетчик рядом, маркер рядом. Вам понадобится совсем еще немного просто обычной нитки черной, катушечной. И глазки. У меня это просто черные бисеринки. Сильно большие глазки здесь нам не понадобятся в этой игрушке. Ну и немножко холофайбера для магии наполнения. На этом по материалам все, поэтому я предлагаю приступить к вязанию. И вяжем мы сейчас такую деталь, как голова, тело, ноги. Начинаем пряжей основного бежевого цвета. Начинаем мы вязать с макушки. Делаем колечко амигуруми и в него вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем наше колечко. Это наш первый ряд. Во втором ряду уже можно сразу ставить маркер ряда, и мы вяжем по прибавке в каждый столбик предыдущего ряда. То есть 6 прибавок и 12 столбиков без накида у нас получится во втором ряду. Третий ряд. Начинаем с одного столбика без накида и прибавочки. Здесь мы вяжем по самой что ни на есть классической схеме. Повторяем так 6 раз. И в третьем ряду у нас получается 18 столбиков без накида. В четвертом ряду можно сделать петли смещения, можно вязать точно так же, как мы продолжали наращивать круг. Но я не люблю, когда начинают заостряться концы из-за того, что прибавки идут над прибавками предыдущего ряда. Можно провязать
1 столбик прибавка, а отсюда уже идти 2 столбика прибавка. Или же начинайте просто 2 столбика прибавка, 2 столбика прибавка, как вам удобно, чтобы не сбиться. В этом четвертом ряду у нас по итогу должно получиться с вами 24 столбика в конце ряда. Пятый ряд мы вяжем 3 столбика подряд и прибавочка. Соответственно, повторяем так по кругу 6 раз. В этом ряду у нас получится 30 столбиков без накида. В следующем шестом ряду мы вяжем 4 столбика без накида и прибавочку. Точно так же повторяем по кругу, это 6 раз. В данном ряду будет 36 столбиков без накида в конце. Последний ряд с прибавками, это у нас 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида и 1 прибавочка. Точно так же повторяем все это по кругу, 5 столбиков прибавка, 5 столбиков прибавка, и в этом ряду у нас получится 42 столбика без накида. Далее мы вяжем с 8 включительно по 13 ряды 42 столбика без накида по кругу, без каких-либо прибавок и убавок. Провязали мы 13 рядов, и 14 ряд уже будет рядом с убавками. Мы провязываем 5 столбиков без накида, делаем убавочку, то есть начинаем все пропорционально убавлять. И так вяжем до конца ряда, провязывая 5 столбиков убавку. В этом ряду у нас выйдет 36 столбиков без накида. Провязываем теперь 4 столбика без накида, 3, 4, и делаем убавочку. Так мы вяжем до конца ряда, делая 4 столбика и убавку. В этом ряду у нас выйдет в конце 30 столбиков без накида. В 16 ряду мы вяжем 3 столбика без накида, убавочку, повторяем так до конца ряда 6 раз. В этом ряду у нас уже будет 24 столбика без накида. В 17 ряду мы провязываем 2 столбика без накида и убавочку. То же самое повторяем это все по кругу 6 раз. И в 17 ряду у нас получится 18 столбиков без накида. В этом ряду мы должны уже наполнить холофайбером нашу голову. Теперь аккуратно вяжем, чтобы не зацепить холофайбер наш. И 18 ряд мы вяжем 1 столбик без накида, 1 убавочку, повторяем 6 раз. В этом ряду у нас выйдет 12 столбиков без накида. Последний ряд вяжем бежевой ниточкой, и 19 ряд у нас будет просто 12 столбиков без накида по кругу, без каких-либо прибавок и убавок. Если нужно, донабейте после этого ряда. И держите красную нить на поготове. Мы будем сейчас менять уже пряжу. Не довязываем последнюю петельку в этом ряду. Сейчас я покажу, как я присоединяю новый цвет. У нас остается последняя петелька в ряду. Я ее не провязываю до конца. Ниточку обрезаем. Берем красную пряжу. И закрываем наш последний столбик, протягивая через обе петли. Бежевую ниточку, если нужно, подтягиваем, держим кончики и подтягиваем. Дальше у нас уже начинается 20 ряд. И в этом ряду мы вяжем, я еще и захватываю вот эти 2 ниточки, ввязывая их. Мы вяжем 1 прибавку, и так до конца ряда. Но тут тоже в конце ряда будет снова смена цвета. Меняем точно так же, но теперь уже на белую пряжу, так как мы перешли к вязанию тельца нашего олененка, которая одета в свитерок. Если вам очень сложно заморачиваться со сменой цвета, вы можете связать его чисто однотонным, либо потом какие-то элементы на него пришить, добавить что-либо по вкусу или даже вышить.
уже зависит от вашей фантазии. Просто я понимаю, что смена цветов не всегда это очень удобно и не всем нравится. Снова не довязывая последнюю петельку до конца, я отрезаю теперь уже красную ниточку, присоединяю белую, то есть провязываю верхушку этого столбика белой ниточкой. Мы вяжем 2 столбика без накида и прибавку. Продолжаем так вязать по кругу. У нас получится 24 столбика в этом ряду. Дальше уже будут ряды без прибавок. Соответственно, в каждом из этих рядов не провязывайте последнюю петлю, а меняем цвет, так как в предыдущих рядах. И снова последняя петелька ряда. Мы ниточку обрезаем, делаем замену на красный цвет. В 22 ряду мы просто теперь вяжем по кругу 24 столбика. Последняя петелька, я снова обрезаю нить, перехожу на белый. 23 ряд вяжем 24 столбика без прибавок и убавок по кругу. Снова в конце ряда меняем нить на другой цвет, на красный. И 24 ряд мы опять-таки вяжем без прибавок и убавок 24 столбика по кругу. В конце следующего ряда мы опять меняем цвет на белый. Мы сменили ниточку снова на белую и без изменений провязываем 25 ряд. Это будет у нас 24 столбика по кругу. В конце ряда снова меняем нить на красную. 26 ряд мы все так же меняем нить и вяжем 24 столбика красной пряжей по кругу. В 27 ряду мы снова сменили цвет нити и снова вяжем 24 столбика без накида. Угадайте, что у нас в конце 27 ряда, а у нас смена цвета. Но будьте внимательны, мы возвращаемся снова к бежевому цвету. Мы точно так же меняем цвет и продолжаем вязать. На этот раз мы вяжем 28, 29 и 30 ряды бежевым цветом. Цвета мы больше не меняем. По кругу мы вяжем по 24 столбика без накида. Мы провязали 30 рядов, и это наш последний шанс качественно набить наше тельце. Набиваем хорошенечко нашу тушку, чтобы у нас и шейка не провисала, и олененок был упитанный. Сейчас мы будем приступать к вывязыванию ножек. Итак, будьте внимательны. В 31 ряду нам нужно провязать 12 столбиков без накида. 12. Пропускаем 12 столбиков без накида, то есть мы складываем пополам, и в петлю, в которую мы ставили маркер, мы ее как бы присоединяем, провязываем вместе с нашей петелечкой. И теперь нам надо 3 ряда связать по кругу этой ножки, которую мы как бы очертили. Мы вяжем по кругу 12 столбиков без накида. Это у нас 32, 33 и 34 ряды. Мы провязали 34 ряда, и теперь мы должны набить нашу недовязанную ножку. 35 ряд мы провязываем 6 убавок, отрезаем ниточку, оставляем небольшой кусочек для того, чтобы стянуть отверстие до конца. Берем иголочку, здесь у нас уже не провязывается, будет некрасиво, если мы будем провязывать это отверстие, поэтому я его просто-напросто стягиваю.
После этого я вывожу ниточку в какое-либо незаметное место и закрепляю ее. Нам нужно связать еще вторую ножку. Только смотрите, чтобы вы не пошли, допустим, в обратную сторону, отсюда, к примеру, не начали. Начинайте, вот где ножка у вас так лицом смотрит на вас. Отсюда вкалываем крючок, подхватываем петельку бежевой пряжи и начинаем вязать по кругу. Нам нужно провязать аналогичную ножку. И 12 петля мы снова возвращаемся и делаем круг 12. У нас должно быть 12 петелек. И между ножками у нас должно быть вот такое отверстие. Мы его потом просто стянем. Снова вяжем по кругу 3 ряда по 12 столбиков без накида. Провязали и по второй ножке 12 столбиков без накида, и точно так же мы ее должны, прежде чем закрыть, набить плотно хорошо. Последний 4 ряд вяжем убавки до конца ряда. Стягиваем точно так же, как на первой ножке, отверстие. Выводим нашу нить между ножками и зашиваем вот эту часть. На данный момент у нас получилась вот такая основа. Это, в принципе, уже большая часть игрушки. Голова, тело и ноги. Нам осталось связать дальнейшие небольшие элементы, на которых можно отдохнуть. И нам нужно связать с вами следующий элемент. Это ручки нашего оленя. Вяжем бежевой пряжей. Начинаем наши ручки мы с кольца амигуруми и в него провязываем 5 столбиков без накида. Кольцо затягиваем и дальше вяжем по кругу. Каждый столбик предыдущего ряда провязываем по прибавочке. 2 столбика без накида в одну петельку. И так вяжем в каждую петлю, чтобы во втором ряду у нас получилось 10 столбиков без накида. С 3 по 6 ряды мы провязываем без каких-либо прибавок и убавок по 10 столбиков без накида в каждом ряду. На данном этапе после 6 ряда мы набиваем нашу ручку холофайбером. Как видите, самая плотная набивка должна быть у основания ручки. Дальше можно не набивать вот эту часть. 7 ряд мы вяжем 1 столбик без накида, первый, и убавочку. Повторяем так еще 2 раза. 1 столбик, 1 убавка, 1 столбик, 1 убавка, и в конце у нас остается еще одна непровязанная петля. Провязываем ее так, чтобы в 7 ряду у нас осталось 7 петелек. А далее с 8 по 11 ряды мы провязываем по 7 столбиков без накида в каждом ряду. Когда мы провязали 11 рядов, мы закрываем через обе стороны, подхватывая петлю с одной стороны и с другой. Вот так вот сложили пополам. Провязали, закрыли одну петельку, вторую и третью. Далее мы оставляем ниточку для пришивания, обрезаем, закрепляем. И мы должны связать 2 одинаковых детальки, 2 ручки. Свяжем ушко. Ушко у нас простое. Вяжем точно так же с кольца амигуруми. И первый ряд у нас тоже 5 столбиков амигуруми в кольцо. Второй ряд вяжем 3 столбика без накида по кругу. 3, 1 прибавочку и 1 столбик без накида. Во втором ряду у нас получится 6 столбиков. Третий ряд мы начинаем с 1 столбика, прибавка. Так повторяем по кругу еще 2 раза
чтобы получилось 9 столбиков без накида в третьем ряду. Четвертый и пятый ряды мы вяжем по кругу просто по петельке в каждую предыдущую петлю ряда, то есть по 9 столбиков без накида в ряду. И последний пятый ряд мы вяжем 1 столбик без накида, 1 убавка. Повторяем так по кругу еще 2 раза и возвращаемся к 6 столбикам без накида. Оставляем нить для пришивания, обрезаем, закрепляем. Вяжем точно такую же вторую детальку. А сейчас мы свяжем очень простую, наверное, самую простую детальку во всем олене. Красной ниточкой мы будем вязать ему нос. Вяжется он просто из 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. 3, 4, 5, 6. Затягиваем и замыкаем кольцо в круг соединительным столбиком. На этом все. Мы оставляем ниточку для пришивания носа, обрезаем, закрепляем. Для рожек нам надо будет связать 4 детальки, по 2 одинаковых. Первая деталь маленькая. Вяжем первый ряд 4 столбика без накида в кольцо амигуруми. 3, 4. Затягиваем, вяжем 2 ряда по кругу по 4 столбика без накида в каждом. Деталька вяжется достаточно непросто. Вяжем еще одну точно такую же деталь. На этой детальке мы оставляем ниточку для пришивания, обрезаем, закрепляем. 2 остальные детали вяжутся идентично. Единственное отличие в том, что мы вяжем здесь в маленькой детали всего получается 3 ряда. Первое основание 4 столбика в кольцо и 2 ряда по кругу. Во второй части рожек мы вяжем 4 столбика в кольцо амигуруми и еще плюс 5 рядов по кругу, чтобы была такая же точно деталь, только более длинная, и мы их будем между собой соединять. Вяжем мордочку белой нитью. Начинаем нашу мордочку. Первый ряд. Это у нас будет 4 воздушные петельки. 2, 3, 4. Во вторую петлю от крючка мы провязываем столбик без накида. Ставим здесь маркер. Еще один столбик без накида в обратную сторону. И в последнюю петлю ряда мы провязываем сразу 3 столбика без накида. Это классическая схема овала. Переходим на другую сторону, провязываем 1 петельку и в последнюю петлю провязываем 2 столбика без накида. То есть всего у нас по кругу получится 8 столбиков. Второй ряд мы начинаем с прибавочки. 1 столбик без накида, 3 прибавки подряд. По второй стороне мы повторяем 1 столбик без накида, 1 прибавка и еще 1 прибавочка. Всего во втором ряду у нас должно получиться 14 столбиков без накида. Третий ряд мы начинаем с прибавки. 1, 2, 3 столбика подряд. Прибавка. 2 столбика. Прибавка. 1, 2, 3 столбика. Прибавка. И у нас остается до конца ряда 2 столбика. Всего в третьем ряду у нас получится 18 столбиков без накида. И мы вяжем заключительный 4-й ряд. В нем мы провязываем просто 18 столбиков без накида по кругу, без прибавок и убавок. В конце ряда мы обрезаем нить, оставляя хвостик для пришивания, закрепляем. И последнее, что мы свяжем, это шарфик для нашего олененка. Я буду использовать белую нить и еще вкрапление фактурной нити.
Шарфик вяжется элементарно и просто. Вяжем просто цепочку из воздушных петелек нужной вам длины. Возможно, вы хотите сделать олененку просто снуд. Возможно, шарфик, который будет завязываться. Или просто вы его зашьете на олененке, он будет несъемный. Тут уже смотрите по вашей игрушке, как вам больше нравится, как вам хочется. Я буду вязать такой шарфик, чтобы он спокойно завязывался на олененке. Для этого я беру нашу тушку оленя и примеряю наш шарфик. Вы можете просто вот такую длину оставить, пришить его в этом месте, и он будет несъемный. Когда вы довязали нужную вам длину, все устраивает, то мы вяжем в обратную сторону по цепочке столбиками с накидом. Мы отсчитываем 1, 2, 3 петли, в третью петлю я начинаю возвращаться назад и провязываю в каждую петелечку просто столбик с накидом. Так будет быстрее, проще и симпатичней. Цепочка из воздушных петелек получилась примерно 19 сантиметров. Вот такие у нас детальки должны получиться уже к этому моменту. Теперь нам надо все это собрать воедино. В первую очередь я пришиваю ручки. Поворачиваем той стороной к себе, где у нас нету вот этого переходного шва. Это будет наша передняя часть. Поворачиваем бочком, прикладываем ручку, вот красненький ряд, и пришиваем мы его над беленьким рядом, так, чтобы ручка была четко вровень с ножкой. Ниточку выводим обратно, закрепляем здесь ее вот аккуратненько. И прячем кончики. Можно вывести на какую-нибудь бежевую часть, например, в голове, и аккуратно обрезать затем. Вторую ручку пришиваем, соответственно, симметрично. Перед пришиванием мордочки нам нужно ее подготовить. Мы берем наш красный нос и пришиваем на мордочку. Единственный момент, пришиваем мы не четко по центру, а чуть-чуть выше. Вот где у нас начальные петельки, я пришиваю над этими петлями. Вот так у нас получился носик. Прикладываем его к голове нашего олененка. Вот у нас примерно половина головы. И я пришиваю как бы в первой половине. Затем мы размещаем наши ушки и пришиваем их точно так же симметрично. Перед пришиванием ушка можно еще сколоть его так вот через две стороны, чтобы оно у нас имело вот такую форму. То есть я его скалываю. Аккуратно фиксирую здесь еще сверху. И в таком виде пришиваю. Будьте внимательны, чтобы ушки разместить симметрично и оставить место для рожек. Рожки у нас практически где-то вот ближе к центру. Соответственно, ушки можно разместить вот примерно так. Ну и напоследок я оставила самую противную деталь. Противные рожки у нас потому, что они очень мелкие, тонкие, и нам нужно сначала пришить мелкую нашу часть, первую, ко второй длинной, чтобы получилась вот такая веточка, а потом уже эту часть, готовую конструкцию, мы пришиваем к голове нашего оленя. Размещайте где-то
между третьим и четвертым рядом от центра головы нашей. Пришиваем рожки друг к другу и к голове оленя. И затем приступаем к вышиванию мордочки. И нам остается пара финальных штрихов. Нам нужно пришить глазки, вышить бровки и улыбочку оленя. Для этого перво-наперво я пришиваю глазки. Мы берем нашу черную ниточку, катушечную, которую мы заготовили изначально, тоненькую иголочку, и располагаем наши глазки, где мы будем пришивать. Я здесь фиксирую сначала нить. Располагаем глазки олененка симметрично. Затем выводим ниточку на 3 ряда выше глазика и вышиваем бровки. От этого зависит выражение мордочки вашего олененка. Точно так же переходим на вторую бровку. У меня просто кривая иголка, бисерная, не сильно удобно. И вышиваем так, чтобы это выглядело симметрично. Но на этом нить мы не обрезаем. Мы переходим на белую часть олененка, на мордочку, и вышиваем здесь ротик. После того, как мы вывели нить на мордочку, я выкладываю примерно вот так вот улыбочку, и как раз чтобы она совпадала с рядом, и просто мне нужно будет зафиксировать. Хорошенечко подтягиваем, натягиваем нитку, и в ту же точку, где мы фиксируем улыбочку, и еще с одной стороны точно так же фиксируем. Нам остается нарядить нашего олененка в праздничный шарфик. И наш милый новогодний Рудольф готов. Я жду с нетерпением ваших вязаных оленят. Можете присылать мне их в директ инстаграма или на почту. Буду рада видеть ваше стадо оленей. Ну а в благодарность за мастер-класс я прошу только от вас небольшую плату в виде лайка. Подписывайтесь на канал, жмакайте колокольчик. До встречи в новых мастер-классах.